Хотели ли бы вы однажды проснуться и увидеть на счете миллиарды, появившиеся как будто из ниоткуда? Подскажите, пожалуйста, чем нужно заниматься, чтобы стать такой же успешной, как вы? Может быть, у вас свой бизнес? Детка, какой бизнес? Я всю жизнь топала хомяка и крутила тазик. А видели ли вы короткие видео, где уверяют, что можно разбогатеть, просто повторив парочку несложных шагов из ТикТока? Надоело быть нищим? А задумывались ли вы, почему миллионы людей абсолютно серьезно верят, что минутное видео в ТикТок способно решить все их финансовые проблемы и буквально бегут проверять эти схемы на себе, порой даже рискуя собственными деньгами? Старый, ну чё ты? Посмотрите это видео до конца и узнаете, действительно ли можно найти легкие деньги по инструкциям из интернета. Что же скрывается за феноменом темщиков, и даже откройте для себя неожиданный плюс всей этой истории. Я не буду, как другие ютуберы, просто рассказывать вам угарные примеры темщикам из ТикТока. Есть темка ебанутая, я бабок сделаем сейчас. Здесь мы с вами разберем, как это явление на самом деле работает. Обещаю, никто вас больше ни на какую лютую скамину не разведет. Я лейтенант полиции, управление внутренних дел. Понимаете ли вы, по какому вопросу? Да, понимаю. По какому? Я убил. Меня зовут Сергей Пощанин, и на этом канале мы вместе с вами разбираемся в современных трендах интернет-культуры, выясняя, как же они влияют на нашу жизнь. Подписывайся, ставь лайк, и мы начинаем. Темщик — это поистине персонаж нашего времени. Там все надежно, проверено. Герой тысячи мемов, который внешне транслирует успешный успех, заливает ленту мотивирующими постами и фотками на фоне арендованных машин. На словах он поднимает миллионы на легких схемах. Я хочу выпить за тех людей, которые завтра на работу и сказать им: ребята, не опаздывайте. А на деле, ну, вы сами знаете, в вашем окружении наверняка есть тот, кто мог бы купить вообще полгорода, но слишком занят, у него же дела, и совсем на это нет времени. Здорово, братушка. Как жизнь, чем занимаешься? Да я так, туда-сюда. В смысле, туда, что, как разница занимаюсь? Ну, типа, то, там, в смысле, что, как профессия это называется. Ну, там, туда-сюда. Слово «темка» в лексиконе таких людей означает нехитрую схему заработка, чаще всего без вложений и особых навыков. Делаем 1 миллион из 50 рублей. Если буквально 3-4 года назад темщиками были молодые ребята в кальянных, то сейчас темщики срослись с инфо-цыганами и, по сути, упаковали старую мечту о халявных деньгах в формат минутных роликов с музычкой и субтитрами из ТикТока. Давай прямо сейчас уберем твои финансовые блоки. Сделай вдох, выдох и повторяй про себя. Я разрешаю себе получать большие деньги. У меня была зависимость от денежной мотивации. Представьте себе смесь мотивирующего блогера и уличного торговца волшебным эликсиром из каких-нибудь там прошлых веков. И работает эта штука на удивление массово. Хэштег «темки» собрал уже примерно 2 миллиарда просмотров. Это вам не жук чихнул. Цифра действительно показывает, насколько тема быстрых денег волнует умы окружающих в наши дни. Как вы думаете, почему это явление стало таким заметным именно сейчас? С одной стороны, социальные сети дают любому возможность вещать на большую аудиторию. Любой старшеклассник с телефона может сделать ролик «Как поднять 1000 рублей за час» и попасть в рекомендации. С другой стороны, экономическая ситуация и культура успеха подпитывают спрос. Вокруг примера молодых миллионеров, стартаперов, криптогениев, и многим кажется, что они тоже могут. Было бы побольше лайфхаков. Этот метод требует 2 человек, поэтому обязательно отметь своего друга, который поможет тебе с этим. Темщики ловко сыграли на этом поле. Они позиционируют себя как доброжелательные гуры финансового успеха для всех и каждого. Новая темка. Сейчас расскажу, как залутать 50 тысяч за месяц, практически ничего не делая. В их подаче нет сложных терминов и долгих лекций. Только простота и уверенность. Давно вы-то залетели? Залетают девочки, мы работаем. Вы, кстати, знаете, что в прошлом тоже хватало подобных чудо-схем. Просто выглядели они иначе. Помним какие-нибудь газеты из 90-х в духе «Секрет быстрого обогащения. Отправь письмо, получи инструкцию». Да, я предлагаю финансовый сажаю всех на финансовый наркотик. Да даже раньше, вот в советские времена, были свои 100 способов дополнительного заработка. Там, собирать бутылки, разводить червей, сдавать макулатуру. Это тоже своего рода темки своего времени. Если копнуть совсем глубоко, то древних людей манила идея алхимии. Как же, как просто философский камень создать из дешевого свинца дорогое золото. Или, например, какие-нибудь поиски кладов. Желание получить все и сразу — это вечный двигатель человеческой любознательности. И
легкой доверчивости. Сегодняшнюю роль торгашей этим эликсиром успешного успеха играют темщики из ТикТока. Но продают они свой вот этот вот эликсир в красивой современной упаковке. Например, белая темка. Белая темка. Легко делаем 100 тысяч до конца лета. Все по-честному, абсолютно легально. Работай 1 час в день, и будет тебе счастье. За час работы можно залутать косарь, туда-сюда и миллионер. Звучит заманчиво, не правда ли? Но каждая такая как бы белая темка на деле становится розовой. Розовая. Идем в Додо Пиццу. К ней подмешивается что-то красненькое, такое вот незаконное. Она, по сути, каждая является мошенничеством. Чтобы почувствовать масштаб явления, давайте посмотрим, какие-нибудь конкретные примеры темок, которые предлагают тиктокеры. Сейчас я вам расскажу о некоторых. Каждый из них звучит очень просто. Идем на пляж и собираем песок. Чем больше, тем лучше. И именно поэтому разлетелось по сети. Продай то, что валяется под ногами. Школьный бизнес на носках. Именно так. Тема. Эта темка рассказывает, как школьник может зарабатывать до 5000 рублей в день, перепродавая обычные носки одноклассникам. Схема примитивная. Купить оптом дешевые, лучше брендовые носки, например, по 30 рублей за пару, а продать в школе или там в университете по 100 рублей. Автор видео утверждает, что это весьма белая темка. Пользуйтесь, одноклассники все равно носят носки, а тут у тебя и товар, и доставка, и прям вот в классе можно распространить. Но не упоминается вообще ничего, нужны ли эти одноклассникам эти носки, кто их будет покупать, как покупать, на что покупать, логистика какая-то, вообще просто вот 30 превращается в 100, и все будет хорошо. За час сделаешь легко пару тысяч. И все это подается как секретный трюк, о котором эти вот взрослые даже не догадываются. Дальше. Заработок на комментариях и лайк. Заходим в DNS-клуб и отправляем туда наш отзыв. За один отзыв лутаем 300. Написал 3000 отзывов и залутал 1 000 000. Деньги из воздуха за онлайн-активность. Это еще одна темка из разряда сверхлегких. Тебе нужен только телефон и участие в различных вот темках, отправлять комментарии, и тебе заплатят. Показываю, как делать монету на написание отзывов. Например, ролики, где говорят: ставь лайк и пиши комментарии на специальных сайтах и получай за это деньги. Для начала ты должен зайти в Телеграм и найти бота, который будет платить нам за нашу работу. Автор, конечно же, показывает скриншот своего сервиса с балансом, допустим, 500 рублей, и утверждает, что это он заработал за вечер, просто кликая сердечки и оставляя пару фраз под постами. Иногда продвигают приложения или боты в Телеграм, где якобы платят за просмотр видео или установку игр. Конечно же, за кадром остается факт, что платят там считанные копейки, если вообще платят. И чтобы заработать те же 500 рублей, возможно, придется сутками напролет строчить комментарии боту. Но в формате 60-секундного видео эти детали опускаются. Остаются красочные обещания денег за привычные действия в сети. Залутаешь 1 000 000. И как вы понимаете, для неискушенного молодого зрителя звучит вполне здорово. Я и так сижу в интернете, почему бы не заработать на этом? И тогда 1000 людей, конечно же, идут пробовать. Третья темка. Искусственный интеллект, чтобы разбогатеть. Который ты быстро генерируешь с помощью искусственного интеллекта. В итоге за месяц можно залутать 200 тысяч. Темки с ChatGPT и другими нейросетями — это новая волна быстрых схем, связанная с хайповыми сейчас технологиями. Например, ролик «Как получить $1000 в неделю, ничего не умея, с помощью ChatGPT». Там какой-нибудь парень расскажет, что нужно зайти в ChatGPT, попросить у него написать текст, инструкцию или небольшую книжку, оформить это дело в PDF. Как написать книгу с помощью нейросети? Сделать красивую обложку можно в том же чате GPT и выставить на продажу там какой-нибудь на Озоне или на Wildberries. Вот 3 способа зарабатывать на нейросетях уже сегодня. Вот типа нейросеть сделает за тебя всю работу, а ты будешь считать прибыль от продаж цифрового продукта. Или, например, другая вариация. Генерировать картинки нейросетью и продавать как дизайны на футболках и на стоковых сайтах. 17-летний парень делает десятки миллионов в месяц, создавая по 100 роликов в час. И все это с помощью одной нейросети. Звучит футуристично и заманчиво. Искусственный интеллект впрягается добывать тебе деньги, пока ты отдыхаешь. И вы понимаете, что кто-то реально создает десятки плохих электронных книг или принтов, надеясь, что вдруг они начнут продаваться тысячами. Хочешь так же лутать бабки? Переходи в мой телеграм-канал, я тебе все объясню. Авторы таких видео, конечно, не упоминают про конкуренцию, про маркетинг, про какие-то еще навыки. У них все преподносится как магия. Нажал пару кнопок и получил куш. Раньше, сынок, таких возможностей не было. А теперь я научилась делать видео с помощью искусственного интеллекта и прилично зарабатываю. Для многих, кто далек от IT-сферы, сама фраза «заработок с ChatGPT» уже достаточный повод, чтобы поверить, что открылся какой-то тайный чит-код к бесконечному
большому количеству денег. Код миллионера? Темка рождается великое множество. От перепродажи товаров с Авито, где-нибудь купи на Озоне или Валберис и продавай на Авито. Да даже до таких, что завести у себя дома поросенка и вырастить его, и потом продать в виде мяса. Нам нужно заехать на ферму и приобрести хряка молоденького за 2000, после чего делаем ему у себя дома порядочный загон, откармливаем его. И как он подрос, стал полноценной свиньей. Выставляем его на площадках по 1000 рублей за килограмм. Большинство этих темок, первое, не новые, а второе, незаконные. Но именно форма их массового вирусного распространения и делает их популярными. Темщики обрушивают на зрителя поток возможностей. Мол, деньги буквально лежат под ногами, надо только наклониться и поднять. И, судя по миллионам просмотров, люди охотно наклоняются. По крайней мере, для того, чтобы досмотреть видео с очередной чудо-идеей. Но почему же? Неужели мы стали настолько наивны, что верим в золотые горы, которые платят за 5 минут нашего времени? И вот сейчас мы это обсудим. На этом месте, пожалуй, стоит притормозить и взглянуть критически. В чем вообще секрет популярности темщиков? Почему вроде бы разумные люди массово кликают на видео с очевидно утопическими обещаниями? Тут нам поможет психология и парочка коварных трюков, которыми пользуются авторы таких роликов. Вся психология за 1 минуту. Сейчас разберем все по пунктам. Вот несколько причин, почему белые темки так легко кружат людям головы. Жажда мгновенной награды. Или гиперболическое дисконтирование. Человеческий мозг устроен так, что предпочитает маленькую награду сейчас больше, чем большую награду потом. Это подтверждают и психологические эксперименты. Там людям предлагали 10 тысяч сейчас или 12 через месяц. Но, конечно же, большинство выбирало первое. Нам просто терпежу не хватает. Мы хотим всего и сразу. Я больше не могу терпеть игнорирование. Темщики эксплуатируют эту особенность, их схемы обещают результат практически моментально. После идешь домой отдыхать и просыпаешься от миллион сообщений о пополнении счета. Заработать сегодня в ближайшие часы, не откладывая на долгие годы упорной работы. Для нашего мозга это как красная тряпка для быка. Очень сложно устоять. Легкая темная листа. Мы слышим, через пару дней будет прибыль. И рациональная оценка, да ну это все ерунда, она уходит куда-то на задний план. Нам же важно получить сейчас. Легкие деньги сейчас кажутся слаще, чем большие потом, даже если в реальности ни тех, ни других может и не быть. Визуальные триггеры и эффект богатства. Формат ТикТока — это в первую очередь визуал. И темщики активно используют яркие образы, чтобы отключить из зрителя внутреннего скептика. В кадре часто мелькают стопки купюр, дорогие машины, скриншоты с балансами со счетов. Вы видите чужие успехи, и руки сами тянутся повторить. Это сродни тому, как реклама люксовых товаров продает мечту. Вот показали счастливого обладателя Феррари, и у нас уже в голове ассоциация, что товар, в нашем случае схема заработка, точно работает, раз у кого-то получилось Феррари купить. Если автор видео демонстрирует атрибуты богатства, они могут хоть быть просто арендованным реквизитом каким-то, мозг как бы решает, что раз он успешен, значит он знает какой-то секрет. Не могу сказать. Добавьте сюда какие-нибудь цепляющие надписи в виде там много-много-много денег, восхищенные комментарии ботов, и картинка успеха готова. Дальше идет эффект социального доказательства и FOMO. TikTok — это миллионы просмотров и лайков, видимые каждому. Когда вы заходите по хэштегу темки и видите, что у видео сотни тысяч лайков, наверняка вы думаете, раз столько людей смотрят и верят, может в этом что-то есть. Это называется эффектом социального доказательства. Мы склонны считать правильным то, что популярно у других. И включается синдром упущенной выгоды. Вот эта вот аббревиатура FOMO — это Fear of Missing Out. Страх упущенной возможности. Пока я сомневаюсь, другие уже зарабатывают. Вдруг я опоздаю и останусь ни с чем. Темщики нередко так подначивают людей напрямую. Они говорят, люди уже поднимают деньги по этой схеме, не тормози. Из затупок я сегодня по физике 5 получила. А я ЗП твоего физика за день получил. Чего, как? И в результате зритель чувствует, что надо срочно попробовать, иначе потеряет шанс. А разбираться в деталях, рисках совсем нет времени. Надо бежать и регистрироваться по реферальной ссылке, которую, к слову, автор обычно оставляет в профиле, получая свой бонус. Теперь копируй свою ревку, гоняй по школе или выйди в людное место и скачивай всем подряд браузер. В день спокойно можно делать от 5000. Желание быть не хуже других плюс страх опоздать — это идеально удобренная почва для любой авантюры.
И, наверное, последняя причина, почему все вот эти темки на нас так действуют, это старый добрый эффект Даннинга-Крюгера. Вот смотрите, видео длиной всего в минуту никогда не расскажет о всех подводных камнях. Зато создаст иллюзию, что все предельно просто. Выставляем на Авито по 2 сотки за пол-литра. Растут очень быстро. 1000 лимонадов, залутаете 500 000. Люди, далекие от темы, могут действительно поверить, что там нет ничего сложного. Надо просто зарегистрироваться на сайте, скопировать текст, вставить и заработать. В специальном боте, который будет в моем телеграм-канале, выбирай вкладку заданий и далее написание отзывов. Чем меньше человек знает о реальных сложностях, хоть конкуренции, технических аспектах, законных ограничениях, тем проще кажется ему задача. Это и есть механизм действия эффекта Даннинга-Крюгера. Новичкам кажется, что все понятно и легко, потому что они еще не знают, сколько всего они еще не знают. Темщики не случайно часто работают на молодую аудиторию. У юных меньше опыта, зато больше уверенности. Им проще продать какую-то сказку. А еще срабатывает эффект односторонней истории. Видео рассказывает только про удачный исход. И ни слова о сотне людей, у которых ничего не вышло. Так у зрителя складывается впечатление, что провала почти ни у кого не бывает. Успех – это дело техники. Мы переоцениваем шансы на победу и недооцениваем вероятность неудачи. И вот рука уже тянется попробовать чудо-метод. И все эти психологические ловушки действуют вместе, усиливая друг друга. Добавьте к ним общий фон, экономическую нестабильность, низкие зарплаты, желание вырваться из рутины, и вот на таком фоне вера в волшебную таблетку расцветает пышным цветом. И ты в себе это копишь, и потом начинается, вот может быть я просто такой убогий человек, а вот зачем вообще я в принципе живу? Мне все так надоело, все так серо, и я вот здесь ответить не могу, и на работе что-то и вот что-то как-то все мне так грустно, обидно и печально. Темщики, возможно, сами не читали о тех когнитивных искажениях, о которых я говорил. Они действуют интуитивно, но очень метко бьют в слабые места нашего мышления. И как итог находится целая армия людей, которых в обычной жизни не заманишь в какую-нибудь откровенную мошенническую пирамиду. И они с интересом смотрят контент про белые схемки и думают, а вдруг действительно повезет. Ну, а некоторые идут и пробуют. Кто-то теряет время, а кто-то даже деньги, вложившись в сомнительный курс или товар. Потерял порядка, что-то 20 с лишним. 10 успел вывести, 20 потерял. 30 миллионов рублей ты вложил. И лишь, наверное, прям вот совсем немногие что-то на этом зарабатывают. Кстати, забавный парадокс. Как думаете, кто реально зарабатывает на всех этих темках? Конечно же, сами темщики. Большинство их советов в лучшем случае приносят копейки, но каждый просмотр, лайк и переход по ссылке – это доход для автора. Можно сказать, самая проверенная темка – это создать канал про темки. Но сейчас мы совсем не об этом. Вы уже поняли, как нас легко завлечь обещанием легких денег. Но знаете, что реально работает? Конечно же, поддержка любимых авторов, которая помогает выходить годному контенту. Раз уж мы говорим о заработке, поделюсь своей белой темкой и по совместительству единственным средством дохода. Я завел свою страничку на Бусти, где уже есть мои эксклюзивные науч-поп-видео. Вы поддержите мой канал рублем и получите взамен большое количество контента. А я возможности дальше радовать вас классными роликами. Если вам нравится то, что я делаю, загляните по ссылке в описании. Спасибо вам большое. Выслушав все вышесказанное, легко сделать вывод, что темки из ТикТока – это зло, обман и путь в никуда. И, сделав такой вывод, вы окажетесь правы. Но как-то уж слишком просто будет сделать банальный вывод в стиле «вот это все плохо, и ничего с этим не поделать». Это очень банальный вопрос. Понимаю, что это может кому-то не понравиться, но я искренне постарался вывести положительные стороны из этих вот объективно темных делишек. В каждом явлении, даже в самом странном, можно найти неожиданный позитивный эффект. Так в чем же может быть польза от просмотра всех этих роликов про легкий заработок? Как думаете? Во-первых, они учат видеть возможности вокруг. Да-да, несмотря на всю наивность, многие темки основаны на реальных способах заработка, пусть и копеечного. Кирпич. 25 рублей, 50 рублей. Фокус в том, что люди, которые поглощают такой контент, волей-неволей начинают подмечать. Деньги действительно можно делать из самых неожиданных вещей. Как из грязи сделать деньги? Сам факт, что школьник задумывается о перепродаже носков или ищет какой-то способ монетизировать свой просмотр, каких-то комментариев, говорит о пробуждении предпринимательского мышления. Бизнесом займусь.
В обычной жизни человек может и не помыслить, что можно конвертировать какое-то свое свободное время или хобби в рубли. И критически переосмыслив эти идеи, некоторые могут найти в них вполне честные и работающие варианты подзаработать. Не тем, так другим методом. Но сам импульс искать что-то покреативить, попробовать, он же принесен этими самыми темщиками. Во-вторых, темки развенчивают страх перед начинаниями. Парадоксально, но факт, глядя на простоту схем, многим действительно легче сделать первый шаг. Пусть они не заработают миллионов, перепродавая вещи или строча тексты за копейки, но они попробуют запустить свое дело, пусть даже и в микромасштабе. А первые самостоятельно заработанные 100 рублей, это тоже уже какая-то первая победа, она придает уверенности. Что ты готов сделать за 100 рублей? Дальше человек может разочароваться в исходной схеме, но приобретенные навыки и опыт никуда не денутся. Кто-то начинает с каких-то комментариев, потом бизнес-литературы, учится там делать какие-нибудь сайты, торговать на маркетплейсах, и уже серьезно растет профессионально. Выходит, шутки шутками, а ролик про легкий заработок может подтолкнуть к реальным занятиям и умениям просто через серию проб и ошибок. Наконец, нельзя не отметить и адаптивность, которую прививают эти тренды. Жизнь быстро меняется, и появляются новые технологии и новые ниши. Темщики в погоне за просмотрами довольно шустро подмечают такие новинки. Там вышел какой-то новый сервис, тут же темка, как на нем заработать. Появилась нейросеть, сразу миллион роликов, как сделать деньги с ее помощью. Так, пацаны, могу вам рассказать, как зарабатывать на лохах? Скиньте мне $100, я вам все расскажу. Ирония в том, что 90% таких темок пустышки, но оставшиеся 10% иногда действительно содержат рациональное зерно. Те, кто смотрит все подряд, поневоле держат руки на пульсе трендов. Например, человек мог впервые узнать о чате GPT именно из набившего оскомину видео про заработок с нейросетью. Да, он не заработал, зато узнал о технологии и начал разбираться. А там, глядишь, и нашел ей другое применение в работе или учебе. Бабушка, а это какая порода? Это коша. Сибирский карликовый пекинес. Способность быстро адаптироваться, фильтровать новые идеи, пробовать их на вкус – важный навык в современном мире. И любопытно, что даже такой неоднозначный контент его потихоньку прокачивает. Конечно, все это не оправдывает недобросовестных создателей, которые кормят публику несбыточными обещаниями. Они открыли сейчас в Киеве офис, они тебе все доходчиво расскажут. Но, как говорится, нет худа без добра. There is a silver lining. Наверняка среди зрителей и темщиков есть ребята, которые благодаря им словили предпринимательский дух. Пусть сначала и ринулись они не туда. Темки поневоле стимулируют критическое мышление у тех, кто не потерял голову окончательно. Ну, хочется же проверить, да, даже самую глупую, где там подвох-то, а? В результате кто-то первый раз даже может задуматься о достоверности источников и узнают про когнитивные искажения. Например, из этого видео. И делает выводы на будущее. Удивительно, но даже контент, созданный лишь для того, чтобы набирать просмотры и одурачить, может стать для людей полезной тренировкой критического мышления. Жизнь вообще полна парадоксов, как вы думаете? И вот, как бы, казалось бы, что еще сказать, но ответа на главный вопрос так и нет. А к чему же нас учат темщики из ТикТока? Как быстро разбогатеть или как вестись на самый какой-то глупый развод? Пожалуй, однозначного вывода здесь быть не может. С одной стороны, очевидно, быстрых и легких денег не бывает. Это простая истина, и ее стоит запомнить навсегда, чтобы не тратить деньги на пустые схемы. Тем более, многие темки – это просто новые издания старых обманов, приукрашенных для новой аудитории. Берем 5000 и идем с ними в банк. Там размениваем их на 500 тысяч копеек. Каждая копейка весит 1 грамм. Получается 5 тонн копеек. Нанимаем грузчиков и отвозим все это дело на металлоприем. Но, с другой стороны, феномен темщиков – это продукт своего времени. Он отражает нашу жажду лучшей жизни и одновременно нашу находчивость. Люди всегда искали короткий путь к успеху, и всегда находились те, кто предлагал карту такого пути. Теперь эта карта транслируется в режиме нон-стоп в соцсетях. Важно понимать контекст. Если видеть в темках мотивацию, мыслить шире, а не слепо воспринимать их как руководство к действию, то даже они могут чему-то научить. Но это, как говорится, на совести зрителя. Интернет дарит невероятные возможности для самореализации, но и расставляет 1000 ловушек. Отличить одно от другого задача не из простых. Я понимаю, что вам, возможно, уже набило оскомину это словосочетание «критическое мышление». Но это ваш лучший друг и наставник, а не какой-то случайный парень из ТикТока,
ТикТока, который обещал вам золотые горы просто так. В конце концов, каждый решает сам, пробовать ему очередную белую темку или вложить силы в долгосрочное развитие навыков. Возможно, настоящий секрет успеха в том, чтобы хватать идеи отовсюду, но пропускать их через фильтр здравого смысла и трудолюбия. Темщики невольно заставляют нас этот фильтр включать почаще и заодно напоминают старую как мир вещь. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. А вот способность придумать свой способ заработка – это уже не про халяву, а про творческий подход. На этом у меня все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Напишите в комментариях, встречались ли вам в ленте подобные темки и что вы о них думаете. Уверен, вам есть что рассказать. Не забудьте поставить лайк, и если вам было интересно, обязательно подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали. Также у меня есть телеграм-канал, где мы можем пообщаться и разобрать подобные темки более глубоко. Обязательно присоединяйтесь, ссылочка в описании. Спасибо за вашу поддержку, особенно тем, кто подписался на Бусти или задонатил. Вы лучшие ребята. И до новых встреч, не прощаемся. Смотрите и другие мои ролики.